Всем привет! Вы на канале Smart Seon. Новости из мира высоких технологий на каждый день. Сегодня мы поговорим об iPhone 13, новинке от компании Apple. Проведем детальный обзор iPhone и озвучим его точные характеристики. Хотя до ежегодного мероприятия Apple по запуску iPhone осталось несколько месяцев, утечки о грядущей линейке iPhone 13 уже появились. За последние несколько месяцев мы узнали довольно много деталей о следующей линейке iPhone от Apple. Из этих утечек мы сопоставили всю информацию в этом видео. Если вы пропустили наш предыдущий обзор, то вот все, что мы знаем об этой серии iPhone на данный момент. Дата выхода iPhone 13. Несмотря на то, что серия iPhone 12 не была запущена в сентябре прошлого года из-за задержек производства, слухи предполагают, что Apple вернется к сентябрьскому графику запуска линейки iPhone 13, поскольку производство не будет таким же. Эта информация исходит от известного аналитика Apple Мин Чи Ко, который заявил, что Apple начнет массовое производство грядущих моделей в соответствии со своим обычным графиком. Однако стоит отметить, что глобальный дефицит полупроводников может вызвать непредвиденные задержки в этом году. Варианты и цены Apple iPhone 13. Несмотря на низкие продажи iPhone 12 mini, Apple, как сообщается, также выпустит 4 модели iPhone в этом году. Если Apple примет название iPhone 13 для линейки 2021 года, устройства будут называться iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. Однако в этом году Apple может возобновить свой бренд S, поскольку ожидается, что в следующих моделях будут незначительные обновления. Если это все же так, грядущие устройства будут называться iPhone 12s mini, iPhone 12s, iPhone 12s Pro и iPhone 12s Pro Max. Независимо от названия, которое Apple выберет для линейки iPhone 2021 года, мы ожидаем увидеть 4 новых устройства уже в сентябре. Эти устройства будут, вероятно, стоить так же, как и iPhone 12. От $700 за iPhone 13 mini и до $1100 за iPhone 13 Pro Max. Дизайн. Предстоящие iPhone, скорее всего, будут того же размера, что и предшественники. iPhone 13 mini с 5,4 дюймовым дисплеем, iPhone 13 и iPhone 13 Pro с 6,1 дюймовыми панелями, а также топовый iPhone 13 Pro Max с 6,7 дюймовым дисплеем. Телефоны также могут иметь такой же квадратный дизайн, как и в прошлом году, с двумя предшествующими моделями с алюминиевой рамкой и двумя моделями Pro с рамкой из нержавеющей стали. Хотя линейка iPhone 13 может и выглядеть примерно так же, как линейка iPhone 12, слухи предполагают, что в следующих моделях будет меньшая выемка. Утечки предполагают, что Apple переместит динамик ближе к краю и предложит более мелкую камеру TrueDepth в следующей линейке 2021 года, чтобы предположить более тонкую выемку. Хотя выемка может стать тоньше, отраслевые источники утверждают, что линейка iPhone 13 будет на 0,26 мм толще, чем линейка iPhone 12. Также источники сообщают, что модуль камеры линейки iPhone 13 будет намного больше, на 0,9 мм, чем у старых моделей, если быть точным. Если вам интересно, как будет выглядеть серия iPhone 13, вы можете проверить рендеры, созданные Concept Creator в партнерстве с Let's Go Digital. Touch ID. Итак, если выемка никуда не денется, предложит ли Apple датчик Touch ID в дисплее в моделях этого года? Это может быть так, если верить недавним сообщениям. По данным Bloomberg, Apple тестирует датчик Touch ID на дисплее, который может появиться в линейке этого года. В отчете Wall Street Journal говорится, что сенсор Touch ID может быть оптическим. Но мы также слышали слухи о том, что Apple может предоставить ультразвуковые сенсоры от Qualcomm и другие для своих iPhone следующего поколения. На данный момент мы не можем подтвердить, будут ли в линейке iPhone 13 датчик Touch ID или нет. Но если он будет доступен в дополнение к датчику Face ID. Apple, похоже, не планирует отказываться от Face ID на своих будущих iPhone. Стоит отметить, что Мин Чи Ко заявил, что хотя Apple работает над возвращением сенсора Touch ID на iPhone, он не появится в линейке iPhone 13. Вместо этого Ко заявляет, что Apple будет интегрировать датчик Touch ID в кнопку питания на младшей модели, вероятно в следующем iPhone SE. Дисплей ProMotion на 120 Гц. В преддверии выпуска iPhone 12 в прошлом году до нас доходили многочисленные слухи о том, что топовый iPhone 12 Pro Max будет установлен дисплей ProMotion с частотой 120 Гц. Однако функция была отложена из-за проблем с временем автономности работы. На этот раз ходят слухи, что Apple может наконец реализовать дисплей с частотой 120 Гц на 2 из 4 будущих моделей.
Скорее всего, это будут оба варианта Pro, и они могут иметь панель LTPO OLED с низким энергопотреблением для решения любых проблем с временем автономной работы. Apple же, скорее всего, будет поставлять 120 Гц LTPO OLED панели от Samsung. И отчеты предполагают, что могут также поставляться некоторые дисплеи для двух других моделей. Утечки также дают нам понять, что Apple будет использовать технологию отображения U-OSTA в будущих моделях, которая позволяет размещать схемы сенсорного экрана на панель OLED без необходимости создания отдельного слоя. Это делает дисплей немного тоньше и доступнее. Благодаря панелям LTPO OLED на вариантах Pro, Apple может также предложить функцию Always On Display на будущих смартфонах. В видеоролике известного лидера Apple Everything Apple Pro Майк Вайнберг утверждает, что линейка iPhone 13 будет включать функцию постоянного отображения, которая будет выглядеть как более простая версия экрана блокировки iOS с часами и с уровнями зарядки аккумулятора. Функция Always On Display также будет использоваться для отображения уведомлений, но она не будет освещать весь экран для входящих уведомлений, чтобы сэкономить заряд батареи. Хотя некоторые слухи также предполагают, что Apple может предложить в этом году iPhone без порта, Мин Чи Ку развеял эти слухи и заявил, что Apple предложит использовать разъем Lightning линейки 2021 года. К сожалению, это означает, что мы не получим порт USB Type-C на iPhone в течение следующего года. Собственные ноутбуки и планшеты Apple в основном используют USB-C, но iPhone по-прежнему нет. Камеры. В то время как линейка iPhone 13 может не иметь много значительных обновлений по сравнению с линейкой iPhone 12, Apple, вероятно, предложит заметные улучшения на передней панели камеры. Недавние утечки предполагают, что вся линейка iPhone 13 будет иметь стабилизацию смещения сенсора, которая дебютировала с iPhone 12 Pro Max в прошлом году. Ожидается, что это улучшит характеристики при слабом освещении и стабилизацию видео за счет уменьшения дрожания камеры. Хотя мы можем быть уверены, что эта функция будет доступна в основной камере, Apple может расположить ее на сверхширокоугольную камеру на некоторых моделях. Кроме того, утечки предполагают, что модели iPhone 13 Pro высокого класса получат модернизированную сверхширокоугольную камеру с 6-элементным объективом и диафрагмой 1.8. Это должно помочь улучшить характеристики при слабом освещении по сравнению с текущими широкоугольными камерами с диафрагмой 2.4. В то время как некоторые отчеты предполагают, что Apple расширит новую сверхширокоугольную камеру на все модели, Ку утверждает, что она будет доступна только в вариантах Pro. Apple также может предположить улучшение возможности автофокусировки на предстоящей линейке. Но пока мы не видели никаких отчетов об этой функции. Макс Вайнбах также утверждает, что модели iPhone 13 будут иметь режим астрофотографии, такой как на Google Pixel 4. Этот режим якобы включается автоматически, когда вы наводите камеру на небо, и позволяет iPhone обнаруживать Луну, звезды и настраивать экспозицию, чтобы помочь вам сделать отличный снимок. Вайнбах также утверждает, что линейка iPhone 13 будет поддерживать видео в портретном режиме, но мы не видели никаких конкретных доказательств в поддержку этих утверждений. В прошлом году Apple добавила сканер LiDAR в iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max, в то время как некоторые утечки предполагали, что сканер будет доступен на всех 4 устройствах линейки iPhone 13. Мин Чи Ку считает, что он будет ограничен моделями Pro. Хранилище. Ожидается, что линейка iPhone 13 будет оснащена чипом A15. На данный момент мы не слышали никаких либо конкретных подробностей о чипе A15. Но вы можете ожидать, что он будет предлагать лучшую производительность и эффективность, чем предыдущие версии. В телефонах также может быть установлена модель Qualcomm Snapdragon X60 для 5G, которая также будет предполагать лучшую энергоэффективность, чем Snapdragon X55 на прошлогодней линейке. Согласно последним сообщениям, некоторые модели iPhone 13 могут иметь поддержку только одного диапазона 5G с сетевыми возможностями mmWave или менее 6 ГГц. Кроме того, в отчетах предполагается, что модели iPhone 13 могут поставляться с поддержкой Wi-Fi 6E, которая обеспечивает повышенную пропускную способность в существующем диапазоне 2,4 и 5 ГГц. Мы слышали слухи о том, что линейка iPhone 13 может предложить до 1 терабайта внутренней памяти, что является значительным скачком по сравнению с максимальной емкостью 512 гигабайт, предлагаемой линейкой iPhone 12. Однако, поскольку до сих пор ни один надежный источник не подтвердил этот слух, мы рекомендуем вам относиться к нему с недоверием. Аккумулятор. Также ходят слухи, что в линейке iPhone 13 будут батареи большего размера. В сообщениях утверждается, что Apple будет использовать новый компактный дизайн на будущих моделях, чтобы интегрировать слот для SIM-карты с материнской платы и уменьшить размер для переднего оптического модуля, чтобы освободить место для батареи. Это в сочетании с увеличенной толщиной может помочь Apple втиснуть больше батареи в iPhone следующего поколения.
что приведет к увеличению срока службы батареи. iOS 15. Информация об iOS 15 была скудной, так как до первого релиза осталось еще несколько месяцев. Apple продемонстрирует обновление на WWDC 2021 года, которое, вероятно, состоится в июне. Apple на данный момент не сообщила точной даты проведения мероприятия, но мы ожидаем, что компания публикует некоторую информацию примерно за месяц. После предварительного просмотра на WWDC Apple представит iOS 15 разработчикам, а затем летом в группе открытого бета-тестирования. Стабильный выпуск должен быть готов осенью, и он должен начать выпускаться вместе с линейкой iPhone 13 в сентябре этого года. Список желаемых функций в iPhone 13. Если верить всем вышеупомянутым утечкам и слухам, похоже, что некоторые из функций, которые вы увидите в грядущей линейке iPhone 13, все-таки материализуются. Это включает в себя панель с частотой обновления 120 Гц, меньшую выемку и поддержку всегда включенного дисплея. Но есть еще несколько вещей, которые мы хотим увидеть в линейке iPhone следующего поколения, которые пока не подтверждены. Прежде всего, Apple может и должна внедрить новые программные функции в грядущей линейке iPhone для большего удобства использования в одной руке. Как уже отмечалось, iPhone 12 Pro Max сложно использовать одной рукой из-за отсутствия режима работы одной рукой в iOS. Поскольку у Apple уже есть версия iOS, оптимизированная для большинства дисплеев, например, таких как iPadOS, для компании имеет смысл выпустить аналогичную оптимизацию для iPhone 13 Pro Max. Во-вторых, мы ожидаем увидеть лучший телеобъектив для будущей модели iPhone. Хотя мы слышали слухи о том, что Apple работает над зум-объективом перископ для iPhone, мы не можем быть уверены, появится ли он в линейке iPhone 13. Поддержка более быстрой зарядки – третья важная вещь, которую мы хотим видеть в будущих моделях iPhone. Текущая линейка iPhone подтверждает только быструю проводную зарядку до 20 Вт, что довольно медленно по сравнению с тем, что предлагает большая часть телефонов на Android в наши дни. Хотя мы не ожидаем, что Apple предложит решение для быстрой зарядки мощностью 65 или 120 Вт для iPhone, решение на 30 Вт определенно будет идеальным. И в довершение всего мы хотели бы увидеть, как Apple экспериментирует с изогнутым дисплеем. Ни один из iPhone пока не пробовал себя в этой тенденции, которую Android, похоже, полностью принял. Тонкая кривая на дисплее добавляет ощущение премиальности от устройства и даже немного помогает с эргономикой, в то время как кривая водопада намного привлекательна и может быть достигнута в сочетании с хорошими функциями отклонения ладони. К сожалению, ни одна из утечек, которые мы видели до сих пор, не упоминает ни одной из вышеупомянутых функций. Поэтому мы не можем быть уверены, появится ли эта функция в будущих моделях или нет. Что вы думаете о линейке об iPhone 13 на основании упомянутых выше утечек и слухов? Напишите свое мнение в комментариях. Вы разочарованы небольшими обновлениями или с нетерпением ждете новых устройств? Поделитесь своими мыслями. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Следите за новыми выпусками на канале. Ставьте лайки и подпишитесь на канал. Включите уведомления. Спасибо вам за просмотр и до новых встреч!